Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами делать брошку на основе обыкновенного значка. Он удобен тем, что у него довольно-таки большая поверхность, которую удобно можно заклеить до нужного формата и расположить все элементы. Также нам понадобится лента. У меня она шоколадного цвета. Я купила ее в магазине «Все для шитья». Я отрежу от нее примерно 15 сантиметров. Края этой ленты я буду обрабатывать зажигалкой, для того, чтобы нитки не расползались в готовом изделии. Лента синтетическая, края заплавляются очень легко, поэтому это не составляет особого труда. Дальше мы будем соединять два конца самым простым швом. Нитки я выбрала в тон, для того, чтобы они не выделялись контрастно. И было ощущение целого куска ленты. И дальше я буду просто наметывать обыкновенным швом игла вперед с интервалом примерно в полсантиметра. Подтягивая нитку, как вы видите, лента сразу начинает собираться и образует такую симпатичную розетку, ровно то, что мы и хотели получить. По размеру розетка несколько больше значка. Это мне как раз и нужно для того, чтобы не было видно его края. Теперь мне понадобится кружево. Я люблю контрастные тона. В контраст я выбрала светлое льняное кружево. Более широкое кружево смотрится эффектно, но для такой небольшой брошки будет, пожалуй, излишним. Декоративные элементы, такие как эти деревянные зайчики, мне сегодня не понадобятся, но иногда я использую и их. Часто использую пуговицы, мне очень нравятся фактурные, старые или состаренные пуговки. Люблю деревянные пуговицы, выточенные из дерева. Декоративные элементы, которые удается где-то купить, бусины различного формата, деревянные или бисер, а также пуговицы, которые я перетягиваю тканью для того, чтобы они вместо своего пластикового эффекта имели какой-то более натуральный вид. Ну и также различные подвески с эффектом под бронзу. Вот уже готовый образец цветочка, который я сегодня буду создавать. Бусинки могут использоваться разного формата. Я люблю, когда они в большом количестве, просто россыпью. Заранее трудно предугадать, что понадобится. Это просто кусок ткани, из которого я вырезаю полоску, для того, чтобы аккуратненько, соединив края, сшить цветок. Просто закручивая внутрь по спирали, я сворачиваю цветок. Люблю работать ниткой, не клеевым пистолетом, потому что все-таки клей не всегда может в нужном мне порядке цветок собрать. Поэтому собираю я всегда иглой и ниткой, а уже готовый цветок потом приклеиваю, что дает ему дополнительную плотность. Вот видите, загибаю сейчас ленту тканевую. Таким образом формирую лепестки. Каждый завиток я стараюсь укреплять иглой, потому что если сделать завитков сразу много, потом окажется, что цветок легко может распасться в ваших руках. Приходится пользоваться наперткой, потому что ткань очень плотная у меня, она такая очень похожа на замшу по текстуре. Очень крупный цветок мне здесь не нужен. Излишки ткани я просто срежу под углом. Они мне больше не понадобятся. Таким уголком легче заканчивать цветок. Легко укладывается. И вот примерно можем уже представить, как это будет выглядеть в готовом же виде. Так, теперь начинаем работать с кружевом. Кружево красивое и приятное уже само по себе. Отрезаем необходимый нам кусочек. И ниткой в тон кружева, у меня оно было просто белое, соединяем края.
Если кружево немного распадается, не переживайте. Просто сделайте побольше стежков. Вот такое же кольцо у нас опять получилось. Точно так же мы иглой вперед нанизываем на нитку это кружево. И точно так же, как и с лентой коричневой, мы это кружево будем стягивать. Но не так плотно, как стягивали ленту. Вот сейчас тот момент, когда можно расправить, примерно посмотреть нужный нам размер. Можно растянуть, легко двигается по нитке. То, что оно не закрывает середину, меня не беспокоит, потому что я много декоративных добавлю элементов. Все равно середина у меня будет закрыта. Сейчас самое время пофантазировать, примерять различные элементы и оценить, нравится ли вам композиция из них. Я решила задекорировать такую тыковку. Мне очень нравятся эти элементы. Для этого мне понадобится кусочек льняной ткани с красивым принтом коричневым. Я вырезала круг, взяла немного наполнителя. Это наполнитель из старенькой подушечки. Нанизываю иглой вперед по кругу ткань. Отступаю где-то полсантиметра для того, чтобы ткань, структуру ее не нарушить. Закладываю наполнитель, затягиваю. И сейчас буду формировать тыковку. Делается это очень легко. Так, вот. Будущая тыковка почти готова. Сейчас она похожа на просто шарик текстильный. Теперь двойной, более плотной ниткой мы будем формировать вот эти дольки тыквы. Через середину продевая нитку, закладывая складку, снова через середину. Сразу скажу, довольно плотно подтягиваю иглу, чтобы появился вот этот загиб. И с противоположной стороны делаю то же самое. Снова затягиваю. Примерно стараюсь, чтобы дольки были одинаковые, но очень одинаковыми они все равно не будут. Так выполняю каждую дольку. Тыковка практически готова. Размерчик у нее маленький. Как раз то, что мне нужно для моей брошки. Вот. Решила я ее украсить бусинками в середине. 3 штучки, мне кажется, вполне будет достаточно. Я люблю, когда в серединке что-то приятно поблескивает, не очень ярко. Крупные бусы для этой цели не подойдут, а вот что-то типа бисера вполне может подойти. Тыковка готова. Наступает время склеивания. Без горячего пистолета нам тут никак не обойтись. Прикладываю ленту шоколадного цвета к значку и начинаю по кругу фиксировать ее клеевым пистолетом. Текстиль очень надежно приклеивается, поэтому если вы захотите что-то переделать, то оторвать будет очень сложно, а элемент уже будет содержать следы клея, поэтому тут у нас, что называется, без права на ошибку. Теперь кружевной элемент. Аккуратненько расправляем его по нашей будущей брошке. Сейчас последний шанс растянуть его так, как вам нравится, и мы начинаем клеить. Сразу же убираем ненужные части клея. Приклеиваю с 2 сторон противоположных, фиксирую. Убираю ниточку, все больше не понадобится. И теперь точечно подклеиваю кружево со всех сторон, так, чтобы внешний край не прилегал слишком плотно. Для того, чтобы брошка она не была такая плоская, расплющенная.
Пришло время декоративных элементов. Тыковка, цветочек и еще один цветочек. Кажется, в таком виде мне это уже нравится. А если добавить пуговку, просто отлично. Небольшую подвесочку в форме мороженого. Теперь наступает время, когда мы будем фиксировать все эти декоративные элементы. Пуговицы, естественно, мы будем пришивать. Крупные тыковки и цветочки мы просто подклеим. Нужно посмотреть расположение замка на значке и представить, как это уже будет выглядеть на готовой брошке. Ну вот, снова в работу клеевой пистолет. Клей одновременно фиксирует тыковку и укрепляет ее части со стороны нитки. Цветок мы также клеевым пистолетом одновременно фиксируем и укрепляем. И так как он мягкий, мы можем прижать его довольно плотненько. Так, чтобы не было видно стыков ткани, кружева, еще чего-нибудь. Так, довольно плотно. Лишний клей убираем сразу, не даем ему возможности прилипнуть где-то в ненужном, неудобном месте для нас. Наступает время пуговиц. Иногда обратная сторона бывает даже симпатичнее, чем лицевая. Вот уже пришиты наши пуговицы, декоративные элементы. Держатся они все очень плотно, я действительно дергаю с усилием. Это плотно, и клеевой пистолет тоже очень плотно брошку держит. Готовую брошь можно даже стирать, ну и, естественно, она не боится интенсивной носки. Я очень рада, что вы до конца досмотрели мое видео. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи в творчестве и хорошего настроения при создании вещей ручной работы.